Берегись! Очищающее пламя лотоса оказалось крайне сильным. Явив свою истинную силу, оно чуть не уничтожило всех в запечатанном пространстве. Даже появившийся предок башни Пилюль ничего не смог сделать. Формация или печать святого очищающего лотоса в шаге от Доуди была непревзойденной. Лишь сам создатель этой формации мог бы с ней совладать. И он явился, правда, заимствовав для этого тело Сяо Янь. Да, мы ждали беловолосого Сяо Яня, которым управлял святой очищающего лотоса. Именно он сумеет разобраться со злым небесным пламенем. Эй, малый! Мало того, он удалил его память и интеллект, очистив от злобы и ненависти. Перед Сяо Янем предстал совершенно мирный и добрый лотос очищения. Как мы говорили, когда все ушли, Гусюнер вернулась, не послушав старейшину Гунаньхая, желая помочь Сяо Яню. И с этого момента начинается важный этап, связанный с поглощением пламени номер 3 в рейтинге. А в трейлере показали очень интересные моменты. Яо Лао уже в павильоне падающей звезды. Что же произошло? Например, атака тысячи чуждых душ по Альянсу Небесного Дворца. Ведь пока Сяо Янь и Сюнер находились в пространстве демонического пламени, различные силы уже появились и прекратили ждать. Глава Зала Душ, Хунь Мишен и Старейшина Душ были особенно разгневаны. Их миссия по захвату Лотоса Очищения провалилась, и они опасались, что если Сяо Янь останется внутри, он может завладеть сущностью демонического пламени. Таким образом, Зал Душ и Альянс Небесного Дворца снова начинают жаркое противостояние. Итак, Сяо Янь наблюдал довольно трагическое событие. Святой очищающего лотоса жертвует остатками своей души, чтобы полностью вернуть пламя к заводским настройкам, так сказать. Сяо Янь, наблюдая за этой драмой, только и мог мысленно сказать: «Я пришел за новым скиллом, а тут семейная терапия с элементами самосожжения. Спасибо, что без меня решили вопрос между отцом и сыном». Тем не менее, Сяо Янь очень обрадовался, ведь ему явно было бы практически невозможно подчинить то коварное, хитрое и жестокое пламя, которому оно развилось за тысячи лет. Сяо Янь смотрел на пламенный лотос, плавающий на поверхности магмы. Он усмехнулся. «Раз мы временно не сможем уйти, так как пространственный тоннель исчез, мне стоит прямо здесь начать поглощение очищающего пламени лотоса». «Ты уверен?» – хмуро спросила Гусюнер. Хотя очищающее пламя не собиралось атаковать, но оно все еще оставалось страшной сущностью на 3-м ранге небесного пламени. Его будет не так-то просто поглотить. Сяо Янь сказал, что шанс на успех около 50%. Лично убедившись в могуществе этого пламени, он теперь уже испытывал по отношению к нему некий страх. Кроме того, во всем мире менее 5 человек могли с уверенностью сказать, что сумеют поглотить очищающее пламя. Поэтому как он мог выпятить свою грудь и сказать, что он сможет? Гусюнер сильно волновалась, но выбора нет. Если он вынесет эссенцию пламени наружу, то представьте, сколько людей возжелает ее. Если же Сяо Янь направится в клан Гу для защиты, то Альянс Небесного Дворца ждут проблем. Кроме того, это пространство демонического пламени лично создал Святой Очищающего Лотоса. Вероятно, даже Гу Юань, Святой 9 Звезд, не сможет с легкостью сюда проникнуть. Вот почему здесь и сейчас Сяо Янь чувствовал себя в большей безопасности. Он сможет спокойно сфокусироваться на поглощении очищающего пламени, не переживая, что его прервут. Что касается остальных, например Яо Лао, Сяо Джаня и Цзиянь, они не будут переживать, если Сяо Янь задержится. Почему? Цзиянь и Сяо Янь были связаны с драконьей печатью, поэтому она ощущала, что с ним все в порядке. Учитель не станет переживать. Гусюнер кивнула. Сяо Янь был прав. Он начал подготовку к поглощению. Ранее он полагал, что на уровне святого поглотить его не составит особых проблем. Но недавняя битва показала ему, что без особых подготовительных работ еще вопрос, кто кого в итоге поглотит. А в это же время снаружи пространство. Все эксперты успешно вышли через пространственный тоннель. Много человек парило в воздухе снаружи. Каждый из них с нежеланием смотрел на пространственный проход. Как только разлом в пространстве развеялся, они потеряли связь с пространством магмы.
Какую бы технику они ни использовали, они не сумели ощутить, что происходит внутри. «Почему Сяоянь и Гусюнер еще не вышли?» – спросили некоторые. Гунаньхай волнительно смотрел в небо, холодный пот капал по его лбу. Статус Сюнер в клане Гу невероятен. Ему даже страшно было думать о том, с каким скандалом он столкнется в клане. «Старейшина, не вините себя». Гу Сюнер настояла на том, чтобы остаться с Сяоянем. «Бесполезно сейчас о чем-либо сожалеть, даже если вы бы сумели вовремя отреагировать», вздохнул генерал Гу Циньян. Он также не ожидал, что Сюнер решит остаться. Но Яолао всех успокоил. Сяоянь благословлен. Ничего не случится с Сюнер. Пространство демонического пламени закрылось, и открыть его снова они не могли. Поэтому единственное, что они могли сделать, это ждать. Замглавы Золодуш, наоборот, ехидно злорадствовал. Клан Гу, кажется, значительно пострадал. Лишиться Сюнер с божественной родословной, она точно стала бы невероятно могущественной. Хотя нам не удалось завладеть пламенем, мы прикончили две потенциальные угрозы. Как видим, Залдуш уже мысленно похоронил Сяояня и Гусюнер. Представьте их удивление, когда они в следующий раз увидят их обоих живых и здоровых, при этом значительно сильнее. Гунаньхай и Яолао с остальными ждали 7 дней. Цзэянь покачала головой. «Я не в состоянии обнаружить пространство демонического пламени. На нем стоит печать, и я не могу определить его расположение. Даже Цзэянь, дракон пустоты с ее способностями пространства, не могла обнаружить Сяоянь, но она сказала: Сяоянь должен быть в порядке, печать дракона исчезнет сразу же, если с ним что-либо произойдет. Цзэянь подняла свою руку, на которой ярко горела золотая печать дракона. Старейшина Гу, не стоит волноваться. Сяоянь и старшая сестренка Сюнер вместе. Учитывая его характер, он точно не позволит, чтобы с ней что-то случилось. После этих слов следы жизни появились на лице Гунаньхая. Он вздохнул. Мы должны вернуться в клан Гу и рассказать о случившемся. Яолао поставил людей с постоянной слежкой этого места. Остальные постепенно покидали область. Сяоянь, что готовился целых 7 дней, медленно открыл глаза. Наконец, он был готов к поглощению очищающего пламени демонического лотоса. Он ждал этого момента больше 10 лет. Это было слишком рискованно. Один неверный шаг и конец. Сяоянь подготовил формацию холодного пламени, что могла немного подавить очищающее пламя демонического лотоса и ослабить его мощь. Понимая риск, Сяоянь начал действовать. Он достал розовую нефритовую бутылку и вылил на лотос слюну опьяняющего демона. Жидкость, вызывающую онемение. Он не рассчитывал полностью остановить небесное пламя 3-го ранга, но даже кратковременное ослабление повышало его шансы. Следом Сяоянь использовал пилюлю 9 инь желтых источников, что создали Яолао с первым старейшиной башни эликсиров. Ледяная энергия пилюли слилась с лотосом, на лепестках формировался слой льда, который тут же испарялся под чудовищной температурой. Небесное пламя внутри тела Сяояня взбунтовалось и вышло наружу. Однако перед 3-м по рангу небесным пламенем оно выглядело тусклым. Даже объединенное пламя, созданное слиянием 5 небесных пламен, не могло сравниться с очищающим пламенем лотоса. Температура достигла ужасающего уровня. Кровь начала сочиться из его тела, но мгновенно запекалась от жара, образуя подобие кровавой брони. Волосы испарились, кожа трескалась и обугливалась. Он выглядел изуродованным, но продолжал держаться. Как только розовый огонь проник внутрь, его одежда и ткань древнего императора насекомых обратились в пепел. Кожа сгорела, обнажив чешую древней брони дракона Феникса. Сяоянь запустил технику сжигания. Его доуци устремилась к эссенции демонического пламени, окутала ее и начала насильственно направлять по маршруту переработки. Пламя почувствовало подавление и яростно взбунтовалось. Меридианы разрушались, кости трещали, внутренности обугливались. Его тело погрузилось по пояс в магму. Он кричал от боли, но не отпускал контроль. Техника сжигания продолжала вращаться, пытаясь сломить сопротивление одного из 3 сильнейших небесных огней. Каждое мгновение было борьбой на грани уничтожения. Гусюнер могла лишь наблюдать, как он балансирует между прорывом к новой вершине силы и полным обращением в пепел. Сяоянь. Сюнер прикусила губу, что аж кровь потекла. Каждый крик Сяояня кинжалом резал ее сердце. Его боль вынудила ее страдать.
Она впервые видела, как Сяоянь поглощает небесное пламя. Хотя она лично не испытывала ничего подобного, но догадывалась, какой невероятной боли он подвергается. Сяоянь боролся с чудовищным пламенем, но сколько бы усилий он ни вкладывал, его телу наносился вред. Сила очищающего пламени лотоса оказалась слишком огромной. Он не мог выдержать ее в одиночку. Ужасающее пламя проникло в каждую часть его тела, а также добралось до сердца. Он не мог вывести пламя. Рано или поздно его тело сгорит изнутри. «Если так продолжится, Сяоянь точно умрет», – подумала Гусюнер. Она смахнула слезу. Золотое пламя резко изверглось из ее тела, а затем она устремилась прямо к Сяояню в розовое пламя, которое постепенно доводило его до смерти. «Сюнер, что ты делаешь?» Сяоянь недовольно закричал на нее, но девушка приблизилась к нему и обняла, даже когда он закричал на нее. Сяоянь крепко обнял Сюнер. Он ясно понимал, что случится, если так и продолжится. Случится то же самое, что и с королевой Медузой, но тогда он был без сознания. Однако сейчас он до сих пор бодрствовал. Сюнер сказала нежно: «Сяоянь, ты сможешь поглотить его, только если мы будем вместе». Она выглядела очень мило. Тихие слова заставили взор Сяояня покраснеть. Одежда Гусюнер превратилась в пыль под влиянием температуры. Вскоре атмосфера посреди пространства демонического пламени окуталась романтикой. Кто-то писал в комментариях: «У Сяояня кожа облезла и боль невыносимая, какая тут романтика?» Но автору виднее. Что же было далее? Высокая температура пронизывала мир магмы. На поверхности магмы находилась сфера розового цвета. Пламя яростно горело на ее поверхности, искажая окружающее пространство. Если бы человек сумел увидеть пространство внутри сферы, то увидел бы двух переплетенных друг с другом людей. Золотое и фиолетово-коричневое пламя окутывало их обоих и препятствовало демоническому пламени, которое старалось сквозь любую брешь проникнуть к ним. Благодаря помощи Сюнер состояние Сяояня оказалось намного лучше. Его тело заимствовало эффект бессмертного горящего пламени 3000 летий, поэтому постепенно излечивалось. Необъятная и могучая энергия очищающего пламени лотоса бесконечно вливалась в тело Гусюнер ввиду их особой позы. То, каким образом они соединялись, избавляло тело парня от переизбытка энергии. Чудовищное количество энергии высвобождалось от очищающего пламени лотоса, но постепенно поглощалось ими двумя. Океан энергии постепенно увеличивал ауры Сяояня и Гусюнер. Да, это стало ключевым. Вся энергия очищающего пламени лотоса разделилась на двоих. Таким образом, Сяоянь смог справиться. Они вдвоем лежали с закрытыми глазами внутри огненного шара, словно бы впали в спячку. Золотое и фиолетово-коричневое пламя постоянно изливалось из их тел, блокируя окружающую температуру демонического пламени. Конечно же, самое важное состояло в том, что внутри Сяояня борьба вошла в тупик. Благодаря участию Гусюнер ему еле удалось достичь равновесия, и он даже постепенно поглощал эссенцию демонического пламени. Время размывалось при таких обстоятельствах. Сяоянь и Гусюнер погрузились в дрему, никакой активности они не проявляли, однако их стабильная жизненная сила показывала, что они определенно живы. С течением времени сфера пламени окрашивалась 3 цветами пламени. 3 цвета ознаменовали 3 вида могущественных небесных огней. Конечно же, среди всех троих розовый занимал больше всего места. Столкнувшись с небесным пламенем, образованным из слияния 5 различных видов небесного пламени, а также с золотым императорским пламенем, демоническое пламя очищения постепенно ослаблялось. Поглощение. Сяоянь, находясь внутри сферы пламени, открыл глаза. Небесное пламя Сяояня и очищающее пламя лотоса уже образовали необычное соединение спустя продолжительное время. Поэтому 2 вида небесного пламени начали циркулировать по маршруту техники сжигания, когда Сяоянь активировал ее. Сюнер, пришло время принять заслуженную награду. Сяоянь посмотрел на красивую девушку в своих объятиях, тепло улыбнувшись. Он обнял ее обеими руками, а за спиной завершил ручную печать. Нить очищающего пламени лотоса в его теле, которая защищала себя само, наконец-то поглотилась. В тот же миг океан энергии наводнил тело Сяояня. Его меридианы оказались полностью переполнены. Его плоть, мышцы, кости и даже клетки начали пожирать всю энергию.
Ощутив безумное переполнение в своем теле, Сяо Янь опустил голову и нежно поцеловал Гу Сюнэр в губы. Безграничная энергия также хлынула и в ее тело. Поглощение продолжалось. Волны энергии циркулировали вокруг тела Сяо Яня, но также и поглощались телом Сюнэр. После поглощения части энергии, некий остаток возвращался обратно Сяо Яню. Кроме того, так энергия выглядела еще более чистой. Ощущение, как он очищался золотым императорским пламенем горящих небес. По мере процесса и Сяо Янь, и Гу Сюнэр постепенно образовали идеальный цикл поглощения энергии. Безграничная могучая энергия омывала каждую частичку их тела, поэтому их ауры постоянно росли. Таким образом, роль Гу Сюнэр была неоценима. Она буквально спасла Сяо Яня в тот момент, пусть им и пришлось быть вместе. После этих событий Сяо Янь сказал, что возьмет Гу Сюнэр в жены официально. Напишите в комментариях, как вам такое поглощение пламени и роль Гу Сюнэр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.